Кота в критическом состоянии волонтеры Петрозаводска обнаружили под одной из машин на парковке. Он забился туда от страха, весь трясся и сидел, опустив голову. Судя по виду, бедняге пришлось перенести либо столкновение с автомобилем или падение с большой высоты. Волонтеры забрали кота и в срочном порядке отвезли его в ветеринарную клинику. Бедняга был очень плох, травма челюсти, глаза, тяжелое сотрясение мозга. Он не ел, постоянно страдал, было ясно, что самочувствие ухудшается с каждым днем. Волонтеры приняли решение отправить кота в Санкт-Петербург, в клинику, где врачи могли бы обеспечить нужный уход и лечение пациенту. Его назвали Найтом из-за почти черной шубки и поместили в стационар. После того, как Найта прооперировали, он стал чувствовать себя намного лучше. Котик потихоньку самостоятельно ел еду, проявлял интерес к окружающим, а главное, мурчал, когда рядом появлялись добрые и ласковые люди. Было очевидно, что ему предстоял непростой и долгий путь к выздоровлению, но волонтер Ирина, которая занималась судьбой котика в Петербурге, была готова к трудностям. Большую часть времени Найт спал и набирался сил, а после этого с аппетитом уплетал корм. Упитанный парень с каждым днем все больше становился похож на здорового домашнего кота, забывая о том страшном случае, что случился с ним в Петрозаводске. Посмотрите, как изменился Найт благодаря грамотному уходу врачей и заботе Ирины. Уже ничего не напоминало о его травме, да и вел себя Найт так же, как обычные домашние коты, мурчал, бегал по дому, обожал дремать рядом с людьми и выпрашивать поесть. Ирина поняла, что за время общения с Найтом настолько прикипела к этому доброму коту, что уже не сможет расстаться с ним. Так Найт обрел свой дом в Петербурге, и для этого ему даже не пришлось менять место жительства и свое окружение. Вот каким шикарным домашним котом стал Найт в руках Ирины. Да, поначалу мало кто верил в то, что он сможет оправиться после травмы, но Найт доказал своим примером, что чудеса случаются. Дорогие зрители, если вам понравилась история, пожалуйста, поделитесь ей. А также не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.